Всем привет! Соскучились? Знаю, что именно некоторые из вас ждут, но пока вернемся к базовым вещам. Сегодня я хочу поговорить о перевороте Sony и его разновидности, который позже достался канарейке в Injustice 2. Зародился этот переворот с первого Mortal Kombat, и по умолчанию это захват. Сам захват мы разберем как-нибудь в будущих видео, а пока рассмотрим его отдельную часть. И говоря о разновидностях этой фишки, я имел в виду перевороты, показанные в сериале МК Conquest. Их там довольно много, вот некоторые из них. И, пожалуй, первый и самый важный мой совет будет это не сидеть в такой тунике на диване. Потому что на одежде образовалась складка, теперь я похож на... желейного скорпиона. В начале всего мы, конечно же, разминаемся и особое внимание уделяем кистям и шее. Теперь же рассмотрим сам элемент. Переворот через себя. Для себя я выделил 4 группы этого переворота. Все перевороты можно делать с поочередного замаха ногами, а можно и с 2 ног одновременно. Первый вариант намного легче, так как быстрее набираем скорость для этого движения. Мы будем рассматривать второй вариант посложнее. Переворот через руки и голову. Начальное движение похоже на первую часть кувырка, только голову не прячем, а ставим аккуратно на пол, страхуя руками. Далее резким движением бедер закидываем ноги вперед, при этом не заваливаем спину. Как только ноги полетели за спину, нужно рывком толкнуться руками, чтобы помочь себе подняться. Переворот через спину. В прошлом видео мы рассматривали часть подъема со спины. Если вы пропустили, то обязательно посмотрите. Тут же этот подъем с разгибом будет выполняться легче, потому что движение идет четко вперед. Чтобы его выполнить правильно, нужно уметь кувырок как минимум. Научились кувырок, теперь выполняем полукувырок. То есть касаемся лопатками и только. Не позволяя пояснице коснуться пола, резким движением совершаем мах ногами под себя. Одновременно с этим махом мы резко толкаем себя от пола руками. Если получится вот так, значит вы на правильном пути. Вам не хватает либо маха ногами, либо хорошего подъема с рук. А может и того и другого. Рано или поздно получится. Еще для этого движения можно потренировать подъем таза. Свечка. Переворот через руки. Тут скорость ваш друг. Схема выполнения идентична с переворотом через руки и голову. Различие лишь в силовом удержании корпуса, пока летят ноги. Как я уже сказал, тут главное очень быстро махнуть ногами. Чем медленнее закидываете ноги, тем дольше держать себя на руках. И сильнее толкайтесь с пола. И теперь я покажу несколько непростых упражнений, которые хорошо поспособствуют в обучении этим всем элементам. Упражнение первое. Отжимание на руках у стены. Мощное упражнение для укрепления верхнего плечевого пояса. Спину нужно держать ровно и стараться не помогать ногами. Упражнение 2. Кузнечик. После стандартной разминки кистей начинаем укреплять суставы. Делать это нужно осторожно и начинать с небольших прыжков. Позже, когда укрепитесь, пробуйте на полу пожестче. И пусть ваш прыжок набирает высоту. Тогда ваши руки будут готовы ко многим элементам. Мы рассмотрели 3 варианта выполнения переворота, и остался самый сложный. Помните ли этого бойца со стилем обезьяны? Вот он исполнил вариант через голову без рук. Сложный этот элемент тем, что голову нужно ставить чрезвычайно аккуратно. Шейные позвонки у земных смертных довольно хрупкие, если на них наваливается наша 75-килограммовая туша. Что тут можно сказать? Закачиваем шею. Вот один из вариантов. Ставим голову на мат, придерживаем руками и своим телом чуть давим из стороны в сторону. Потом можно делать без рук, а еще потом можно и без мата. Если интересуют варианты закачки шеи попроще, то пишите в комментариях. Я обязательно расскажу о них. Чтобы выполнить этот переворот через голову, нужно уметь все предыдущие. Садимся на корточки максимально низко, поднимаем таз, распрямляя колени. И как раз в этот момент нам нужно заземлить голову. И опять же, перебрасываем ноги за себя, и голова догоняет их.
В любом случае, я бы не рекомендовал выполнять эту вариацию без специальной подготовки. Так что тренируйтесь, укрепляйтесь и правильно питайтесь. Вы были на канале Школа Иди Сюда. С вами был учитель Скорпион, и всем пока.